Доброе утро, Мессина. Это город-порт в юго-восточной Сицилии. В восьмом веке до нашей эры это была греческая колония, а во времена Римской империи этот город являлся главным портом и коммерческим центром. После падения Римской империи и до воссоединения Италии в 1861 году здесь поочередно правили арабы, норманы, германцы, испанцы и французы. Сицилия знаменита как место, где еще 30 лет назад процветала мафия. Однако сегодня он считается островом пенсионеров и довольно-таки безопасным. На одном из этих автобусов мы поедем в маленькие города Форца-д'Агро и Сауку, посетим места, где снимался фильм «Крестный отец». Сицилия славится великолепными пляжами. Береговая линия очень разнообразна. Есть камни, галька, мелкий черный и белый песок. Мы подходим к церкви Форца-д'Агро. Она была построена в 15 веке. А это прихожане этой церкви. Выглядят как настоящие итальянцы. Только ты особенно как настоящий итальянец. On this side, you can see the castle of Forza d'Agro. If you have a closer look, doesn't it remind you the castle of Sant'Alessio, the one that we crossed driving up here? Because they are from the same period. Вот там вдали видна гора, которая покрыта снегом. Но это не гора, это действующий вулкан Этна. Это самый высокий вулкан в Европе, действующий. Он уже извергался более 300 раз. И вот дым идет оттуда сверху. Отсюда, не знаю, видно, не видно, но вот он идет. Это не облака, это просто дымок такой. Он так дышит. Эта церковь попала в фильм, когда Майкл сюда приходил со своей второй женой. Сейчас внутри этой церкви. Она довольно-таки большая. Это необычно для такой маленькой деревни.
Сейчас мы на самой высокой точке. Это церковь с другой стороны. Это фонтанчик был выстроен в 19 веке, и вода питьевая. Здесь написано, что ее можно пить. Так что пьем, Марис? Пьем. Только попробуй попить. Попить вкусно. Надо держать. Вода родниковая, так что можете пить. Мы давно такую родниковую свежую воду не пили. Ну как, водичка? Вот отсюда опять виден этот вулкан. Такой вид. В 1908 году здесь было жуткое землетрясение. И за ним сразу последовало цунами. И он разрушил весь город. В основном все исторические здания были разрушены. Пришлось им восстанавливать заново за 37 секунд. Все было разрушено, и погибло очень много людей. Это бар, где снималась сцена из «Крестного отца», где Майкл разговаривал с отцом Аполлонии, и они договаривались насчет свадьбы. Эти отверстия сделаны для того, чтобы строители могли вставать на них и подниматься дальше. А эта арка, это вход в самый старый город. Заходим. Святого Майкла. А вот прям рядом с ней стояла синагога. Но это то, что от нее осталось в 12 веке. Правитель, который был против войны, Раджера, по-моему, звали. И он приветствовал все религии. Вот руины синагоги, что от нее осталось. Мужчин, а вот для женщин. В 12 веке она была построена, а рядом церковь Святого Михаила. Вот в этой церкви снималась сцена, когда Майкл с Аполлонией венчали. Но они не были внутри церкви. Сцена происходила снаружи, потому что актер, который должен был играть священника, он заболел. И они попросили настоящего священника участвовать в съемках, но тот сказал: я не могу. Если у вас они будут давать клятву внутри церкви, это неправильно, потому что это кино, поэтому говорит, ну а снаружи я это сделаю. Но он там ничего не произносил, он просто их благословил и все. Колокольный звон.
Это церковь, где венчались Майкл и Аполлония. В этом доме живет женщина, которая играла в фильме роль матери Аполлонии. Когда у нее хорошее настроение, она даже выходит и разговаривает с туристами. Ей 84 года сейчас. Наша экскурсия подошла к концу, и мы возвращаемся в порт. Мы отплываем от острова Сирия. Это старая разрушенная империя майя. Там старая крепостная стена сохранилась из Средневековья. Остров нам очень понравился. Он очень живописный, красивый. Все. До свидания, Сицилия. И мы направляемся в сторону Греции.